Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео продукция от торговой марки Aproteга, а точнее с их официального магазина на платформе AliExpress. Мне на обзор прислали 6 пластин для стемпинга с фразами на русском языке. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра! Также в этом видео покажу, как я сделала два сами за себя говорящих дизайна при помощи акварельных капель. Сначала давайте посмотрим пластины. Каждая пластина для стемпинга размером 6 на 12 см на подложке. Пластина изначально приходит с защитной синей пленкой. Перед применением синюю пленку нужно обязательно снять. Пластина под номером GR130. На пластине очень позитивные слоганы. Думай о хорошем. Все будет хорошо. Все уже хорошо. Радуйся простым вещам. Делай мир лучше. А как вам такая фраза? Булки не нужно есть. Булки нужно качать. Возможно, именно такая надпись на ногтях может заметно сократить поедание булок. Правда, такое длинное предложение может разместиться только на очень длинных ноготках. Но на данной пластине очень много и коротких фраз, которые отлично подойдут для обладательниц коротких ноготков. Ну и вот так выглядит еще несколько отпечатанных рисунков с пластины GR130. Следующая пластина под номером GR143. Это своего рода признание в любви. Моему любимому, моей любимой, доброе утро, хорошего дня, это любовь, счастье есть, с Днем Святого Валентина, люблю тебя, верь в чудеса. Все так романтично, вот только непонятно, почему по центру пластины такое большое-большое сердце, а внутри этого сердца написано «С Новым годом». В принципе, гравировка у пластины хорошая. Единственное, на мой взгляд, сам шрифт не совсем удачный. Некоторые надписи очень сложно прочитать даже на пластине, и они так растянуты, что распределить на ноготке их можно только по вертикали, либо наискосок. Очередная пластина под номером GR152. Это своего рода сборная солянка. Я девочка, я хочу платье. Царевна, королевна. Засыпай с мечтой, просыпайся с целью. Цветы жизни. В гармонии с природой. У каждого свои недостатки. Люблю тебя до луны и обратно. Когда приходит любовь, каждый становится поэтом. Очень поэтично. Но данная надпись на пластине выгравирована настолько мелким шрифтом, что при отпечатывании буквы просто сливаются воедино. Также на пластине GR152 есть несколько фраз на английском языке. И вот так выглядит еще несколько отпечатков. По большому счету, надпись на ноготке может дополнить практически любой дизайн. К тому же ноготок с надписью можно обыграть в любом стиле. Следующая пластина под номером GR155. На мой взгляд, на данной пластине самый удачный и читаемый шрифт. Данная пластина, конечно, очень забавная. Я как шампанское, могу игривой быть, а могу и в голову дать. Недостатков нет, одни спецэффекты. Морально устала, хочу отдохнуть аморально. Супер мама, когда проснусь, тогда и утро. Коротко о себе, волшебная на всю голову. Я, конечно, не совершенство, но шедевр еще тот. Не играйте со мной, а вдруг я играю лучше вас. Уверена, данная пластина моим девчонкам придется по вкусу. Следующая пластина под номером GR220 тоже очень интересная. Пилю значит люблю. Мотаю нервы качественно. Меня не нужно понимать, меня нужно любить. Прошу меня любить и не жаловаться. Молода, красиво, нахально. Я как кабриолет, такая красивая, а крыши нет. Просьба не беспокоить, не зашло вдохновение. Моя твоя не понимать. На свете много чужих нервов, ни к чему тратить свои. На данной пластине тоже хорошая гравировка и довольно читаемый шрифт. И вот так выглядит несколько отпечатанных надписей на типсах. Думаю, что даже любительницы однотонного покрытия будут не прочь на одном, а может быть даже и на двух ноготках отпечатать что-нибудь эдакое. К тому же это не займет много времени. Ну и последняя пластина под номером GR265. На пластине мурмурная тема.
Ты мой повод быть лучше, я твой сахар, ты мой чай. Очень скучаю. С днем свадьбы, наша свадьба. 14 февраля, любовь моя. Детка, ты просто космос, ты моя половинка. Я влюблена, бесспорно, но в кого? Вопросительный знак. Огромная надпись в центре пластины, на ноготке невозможно разместить просто. На данной пластине многие надписи выгравированы прописными буквами, но при этом они довольно читаемы. Ну а теперь давайте приступим к дизайнам. Первый дизайн будет очень простой. Оба дизайна будут выполнены обычными лаками. На ноготках у меня 2 слоя белого лака и матовый топ от компании Dance Legend. Мне понадобятся акварельные капли под номером 1, 2, 3, также от компании Dance Legend. Тут все просто. Кисточками из флакона расставляю маленькие капельки на ноготке. Капли расставляю хаотично, как получится. Благодаря тонкой кисточке во флаконе капли особо сильно не растекаются. В тех местах, где мне нужно немного размыть красные и зеленые капли, я просто поверх капаю еще раз желтые капли. Акварельные капли от компании Dance Legend очень яркие и сочные. Благодаря им на 3 ноготках я создала такое весенне-летнее настроение, скажем так. Так как на 3 ноготках у меня настроение, на 2 оставшихся будем отпечатывать надписи душевного порыва. Изначально я планировала сделать разводы на всех ноготках, но затем, когда я начала прорабатывать дизайн на типсах, я поняла, что надписи на таком ярком фоне плохо видны. А вот на абсолютно белом фоне надписи отлично видны и читаемы даже на расстоянии вытянутой руки. Вашему собеседнику даже невооруженным глазом будет понятно, что на ноготках что-то написано. А вот для того, чтобы прочитать, что именно написано на ноготках, ему придется попросить вашей руки и даже склонить голову. Я очень рада, что производители из Поднебесной стали выпускать такие пластины для стемпинга с фразами на русском языке. Ведь согласитесь, как бы мы ни владели тонкой кистью, написать такие фразы на ногтях будет и сложно, и по времени очень долго. Теперь мне остается перекрыть дизайн сначала топом на водной основе, он не смазывает акварельные капли и не смазывает стемпинг, а затем перекрываю дизайн матовым топом. Ноготки с весенне-летним настроением я все-таки решила перекрыть глянцевым топом, но, к сожалению, этот процесс у меня не записался, а ноготки с душевным порывом остались матовыми. Ну что ж, первый дизайн готов и пора приступать ко второму. Второй дизайн будет немного посложнее. Тут у меня на ноготках 2 слоя белого лака и топ-сушка от компании Dance Legend. С пластины для стемпинга Chopin's XL009 я отпечатываю пион. Как я уже неоднократно говорила, рисовать я не умею, а вот обвести рисунок всегда пожалуйста. Отпечатываю рисунок я светло-серым лаком для стемпинга. Когда я буду обводить рисунок, пигментация акварельных капель перекроет этот серый цвет, его будет практически не видно. И даже если я где-то пропущу какую-нибудь линию, ничего страшного, это будет своего рода такая серая тень. Сначала я просто обвожу рисунок, цветок я обведу красными акварельными каплями. Затем я буду, если можно так сказать, раскрашивать пион желтыми акварельными каплями, стараясь немного размыть красные линии. После того, как желтая акварель хорошо высохнет, я еще раз пройдусь красной акварелью, как бы расставив акценты. Мне очень понравилось работать с данными акварельными каплями, так как дизайн в принципе выполняется довольно быстро, за счет того, что акварельные капли высыхают намного быстрее, нежели обычный лак. Теперь черными акварельными каплями, также от Dance Legend под номером 8, я расставляю акценты и делаю незначительную прорисовку. На платформе AliExpress сейчас можно найти и наклейки, и слайдеры с надписями на русском языке, но, как правило, они имеют свойство заканчиваться, особенно самые ходовые. Пластины в этом случае будут своего рода нескончаемым запасом самых ходовых надписей. Ну и куда же в этом видео дизайн без надписи на русском языке? С пластин GR130 и GR155 я отпечатываю 2 надписи красным лаком для стемпинга. Именно этот дизайн мне нравится и под матовым, и под глянцевым топом. Я долго думала, какое же верхнее покрытие мне в итоге сделать.
Для фото я перекрыла дизайн матовым топом, для того, чтобы не было бликов. А потом я все же перекрыла дизайн глянцевым топом. Так пионы смотрятся ярче. Но изначально мы перекрываем дизайн топом на водной основе, а уже затем перекрываем дизайн топом, который вам больше всего нравится. Ну и вот так смотрится дизайн под глянцевым топом, а на фото дизайн под матовым топом. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!